Всем привет! Чтобы отправлять наши e-mail, нам нужны шаблоны самих писем. И я предлагаю делать их кастомными. В то же время верстка писем — это довольно заморочное мероприятие, потому что там есть куча своих нюансов. И я предлагаю использовать инструмент под названием MGML. Он помогает упростить процесс верстки писем. Давайте создадим наши шаблоны с помощью разметки MGML. Так, давайте в папке src создадим папку emails в бэкэнде. Так, src, new folder, emails. Хорошо. Так, какие у нас будут письма? Мы будем отправлять письмо человеку после регистрации. Мы будем отправлять письмо человеку, если мы заблокировали его идею, чтобы уведомить его об этом. И мы будем отправлять человеку сообщение. Да ну и хватит. Все приветственное и при блокировании идеи. Пускай так. Хорошо. Давайте сначала сделаем наш welcome шаблон со следующим кодом. Так, называем письмо welcome.mgml. И контент подставляем следующий. Как это работает? С тегами можно ознакомиться в документации, их не так уж и много, и на самом деле вы можете просто использовать те шаблоны, которые я вам предложу, и как-то модифицировать их под себя. Они не будут шибко красивыми, они будут достаточно минималистичными, но тем не менее вы сможете какой угодно кастомный контент в них добавить. В общем, есть MGML, есть некий MGML head. Здесь title. Сюда мы вставляем код из нашего файлика head.mgml, тот, который будет переиспользоваться во всех шаблонах. Сейчас мы чуть-чуть позже его создадим. Потом у нас идет body, и здесь header. В нем у нас будет логотип. В футере у нас будет футер, там тоже будет какое-то финальное заключительное сообщение. И потом вот наша основная часть письма, секция, в которой у нас есть заголовок с классом h1. Здесь мы благодарим за регистрацию человеком с user-nick. Здесь мы используем handlebar переменные. Handlebar мы пока не подключаем, а подключим чуть позже, в другом уроке. Вот, пока что просто нужно понимать, что здесь вместо вот этой конструкции будет указан никнейм юзера нашего. Хорошо, потом просто идет параграф с предложением опубликовать его первую идею. И ссылка в виде кнопки, которая ведет по адресу нашего фронтенда, где можно создать новую идею. Хорошо, примерно здесь понятно. Давайте создадим вот эти три файла. Так, начнем с файла head. New файл, нижнее подчеркивание. Нижнее подчеркивание значит, что это не самостоятельный файл, а он будет куда-то импортирован. Просто договоримся так их называть. Head.mgml. Следующее содержимое. Здесь мы выставляем какие-то атрибуты. Мы вот таким образом сдаем наши классы. То есть, если мы где-то укажем контент, вот здесь мы указывали, например, наш контент, вот, у него будут следующие стили. Вот такой шрифт, такой фон. Также мы подключаем сам шрифт с Google шрифтов. Можете подключить любой, какой вам нравится. И определяем прочие стили. Также у нас есть возможность задавать стили в обычном формате через тег mj_style. И здесь мы создаем класс link_no_style, который мы применим к нашему логотипу, чтобы он не окрашивался ни в какие цвета. Хорошо. Файл head создали. Он у нас будет вставляться во все шаблоны вот сюда. Теперь давайте создадим файл с хедером. Так, new файл header.mgml. Хорошо. Так, у нас этот хедер будет вставать вот сюда, в верхушку каждого письма. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть текст с какими-то кастомными стилями, которые задают внешний вид нашего заголовка, нашего логотипа. Вот. А также этой ссылки мы присваиваем класс link_no_style, который определили в файлике head. Хорошо. И она будет вести на домашнюю страничку нашего проекта. Вот такой простой хедер. И остается добавить футер. New файл footer.mgml.
Угу. Так, что у нас здесь? Добавляем, можно из любого компонента добавить что-то в head и определить стиль какой-то. То есть позже у нас, возможно, появится ссылка на отписку, и тогда у нее будут такие вот стили. Вот. А снизу у нас просто какой-то наш девиз. Там, измени мир, поддержи идею, которые тебя вдохновляют. Хорошо? И это просто некоторый текст с отступом сверху и с отступом снизу. Хорошо. Так, теперь давайте научимся преобразовывать эти MGML-файлы в обычный HTML, который и будет отправляться у нас по почте. Для этого давайте установим сам MGML, который позволит нам билдить письма. Устанавливаем его, соответственно, в бэкэнд. Хорошо. И давайте добавим соответствующие скрипты, которые позволят эти MGML-файлы нам собирать. Так, идем в package.json. И добавляем. Но сначала нам нужна команда для того, чтобы просто их сбилдить. Так, команда следующая. Rimraf, он уже у нас был установлен. Мы просто удаляем папку в e-mail с dist, в которую позже мы будем как раз собирать весь наш HTML. Потом мы создаем эту папку src e-mail с dist. Следующей командой мы вызываем уже сам MGML. Мы говорим, какие файлы нам нужно сбилдить. Говорим, что все папки в e-mails, которые не начинаются с нижнего подчеркивания, то есть за исключением header, header и футера, найти все, что кончается расширением MGML. И output, то есть куда это все, в src e-mails dist. Давайте попробуем сбилдить. Так. Упс. Сейчас у нас пока JSON изменился во время установки файлов. Так, сейчас закрыть, не сохранять. Открыть еще раз и добавим эту же команду. Угу, хорошо. И MGML здесь. Так, попробуем вызвать эту команду. pnpm b build emails. Угу. Так, посмотрим, что у нас в папке dist. У нас здесь образовался только welcome сообщение. Так, хорошо. Можем на него посмотреть. И вот такой в итоге вот ужасный, страшный HTML у нас сгенерировался. Конечно, было бы неприятно писать его самостоятельно. Очень бы было неприятно. Вот, поэтому мы и используем MGML. Вдаваться, почему все верстается на таблицах, это к вопросу о верстке HTML-писем. Это действительно отвратительная тема. Я надеюсь, вам не придется ее касаться. Вот, просто используйте MGML, и он сам сгенерирует все таким образом, чтобы ваше письмо хорошо отображалось преимущественно во всех приложениях для работы с письмами. Хорошо? Так, и давайте все-таки сразу на будущее добавим сообщение для тех, чьи идеи мы заблокировали. Idea blocked.mgml со следующим кодом. Вот он очень похож на код письма welcome, то есть структура примерно одинаковая, тоже какой-то заголовок, какой-то текст, но кнопки мы здесь никакой не предлагаем. И вот такой шаблон. Также существует расширение VS-кода MGML, которое позволяет вам прямо во время создания писем просматривать, как они будут выглядеть. Вот здесь появится соответствующая иконка, вы можете на нее нажать и увидеть. Письмо будет выглядеть примерно вот так. Вы можете что-то поменять, там это, соответственно, тоже поменяется. Вот, очень удобно. Достаточно симпатичное, простое письмо. Со стилями вы можете поиграться как угодно и сделать их нужными вам. Хорошо, это письмо добавили. Потом вам может захотеться, чтобы во время разработки письма сами билдились по мере их изменений. Давайте добавим тоже соответствующий скрипт в package.json. То есть у нас есть скрипт build, который нам нужно вызывать руками, чтобы письма начали билдиться. И добавим скрипт watch emails, который будет следить за изменениями вот этих файлов, и когда файлы будут меняться, он будет их билдить автоматически. Вот, то есть будет это работать так. pnpm b watch emails. Запускается скрипт. Он изначально все билдит, а потом мы идем и можем что-то поменять. То есть здесь welcome добавили нечто, сохранили. Вот и видим то, что он еще раз его сбилдил. Хорошо. Вот можем этим пользоваться. Так, отключаем скрипт. Сейчас он нам не нужен. Ладно. Так, и еще
Я предлагаю перезапускать наш бэкэнд также, когда у нас меняются файлы в папке dist. Вот это нам тоже пригодится. Поэтому немножко нужно скорректировать наш скрипт dev. А именно, мы уже сейчас перезапускаемся, когда у нас меняется .env файл, сделаем так, чтобы перезапускалось в том числе, когда меняются файлы в папке email с dist. Просто через запятую указываем еще один путь, и теперь бэкэнд будет автоматически перезапускаться. Давайте посмотрим. Зашли в dist, образно мы бы здесь что-то поменяли, только автоматически оно меняется. Так, давайте перезапустим. Угу. Так, вот удалили что-то, сохранили, бэкэнд перезапускается. Отлично. Письма мы создали и можем двигаться дальше. Всех благодарю. До скорого.